Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, и сегодня мы с вами рассмотрим героя Паладин. Открывается он достаточно легко, можно его открыть в определенный момент, когда вы находитесь в гильдии, заходите в магазин гильдии, и здесь вот он у вас есть, можно и тут открыть, и осколки на него получить, и жетоны можно купить, и все это нужно сделать как можно раньше. Почему это нужно сделать? Мы с вами, когда заходим в кузницу, находим молот паладина у нас тут в самом низу, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас очень легкое глобальное усиление, которое открыть достаточно просто. Для того, чтобы его открыть, нужно накопить определенное количество очков гильдии, вот этих красненьких жетонов. Быстренько все это открываем, быстренько все покупаем, забираем, прокачиваем и наслаждаемся еще одной глобалкой в 25 тысячных к урону. В каких моментах он вообще вам будет полезен? Это, конечно, тут тяжеловато на этот вопрос ответить, но все же свои такие некие особенности у паладина есть. И что можно здесь увидеть? То есть здесь у нас с вами идет сила отталкивания, и она достаточно неплохая. И в целом все ориентировано именно на отталкивание. То есть если мы с вами зайдем в скиллы, посмотрим описание, то мы с вами увидим, что как минимум ульта у нас заполняется за счет отталкивания. То есть при заполнении несколько священных взрывов наносит 500% урона врагам на экране. И как видим по описанию, здесь у нас заполняется ультимативная сила именно через отталкивание. То есть, исходя из этого, можно сделать вывод, что герой у нас является таким неким, скажем так, защитником самого себя, да, то есть он и отталкивает, и урон немножечко наносит. Не могу сказать, что вы где-то им прям будете играть, где-то в каких-то моментах он вам покажется очень слабым, но много игроков, особенно начинающих, когда его открывают, любят вот эту связку дыхания дракона и волшебную ауру использовать вместе, плюс использовать паладина, потому что вот волшебная аура, например, она тоже имеет свойство отталкивания. То есть она отталкивает, и, соответственно, скорее всего, я не могу здесь утверждать, за счет чего набирается ульта, за счет того, что он сам герой отталкивает, либо за счет того, что оружие, которое мы с вами выбираем, тоже будет заполнять ультимативную способность. Тут, конечно, нужны тесты, нужны проверки, но заниматься, честно говоря, этим не совсем хочется, потому что понимаем то, что герой легко доступный, он открывается достаточно легко и просто, и в целом он мало где используется. Если вспоминать вот так вот начальные этапы, когда мы с вами проходили, ну, либо кто-то из вас проходит в кошмаре, на начальных этапах игры можно, да, было пробовать, тестировать, и там какие-то моменты получалось, конечно же, как раз-таки за счет того, что есть вот эта вот защита, есть вот это отталкивание, но если брать его в сравнении с тем же рыцарем, например, то здесь он немножечко проигрывает в защите. То есть давайте смотреть. Вот у нас рыцарь. Заходим и проверяем. Здесь у нас, смотрите, защита какой показатель. Плюс 95. Если мы с вами зайдем вот сюда и посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас всего лишь плюс 10. Даже несмотря на то, что разница всего лишь в 3 лепесточка именно в ранге. Ну и в общем и целом, герой сам по себе неплохой, он интересный. Эва у него, у меня открыта, и я вам обязательно сейчас Эва покажу. По глобалкам, да, хорошая глобалка в кузнице, но по уровням у нас здесь все не совсем так, как хотелось бы. Вот здесь, например, сила отталкивания у нас добавляется всего лишь в 10%. Ну, с одной стороны всего лишь, с другой стороны редкое глобальное усиление. Да, большого количества прироста в мощности оно вам не даст, но в любом случае это будет и полезно, и эффективно потом уже в будущем, когда вы будете проходить сложный режим, например, башню драконов. Поэтому нужно это все делать, нужно это все прокачивать в любом случае.
На 70 уровне у нас 2,5% к области эффектов прибавляется. Это тоже очень и очень полезно и хорошо. Поэтому плюс забираем. И вот здесь вот на 90 и на 120 уровнях у нас добавляется обратный урон по врагам. 80 и 40% соответственно. Что это значит? Как это вообще работает и нужно ли это вообще нам в целом? Поначалу, да, поначалу это нужно, потому что мы, когда начинаем играть, чаще всего мы с вами находимся в окружении толпы мобов, и вот именно в тот момент, когда мобы до нас добегают, когда происходит непосредственный контакт героя и моба, в этот момент начинает работать тот самый обратный урон. То есть моб до нас дотронулся, все, мы с ним как-то вот зацепились, законтактировали, тут же он получает обратный урон. То есть он нанес нам урон тем, что вот он в нас либо попал, либо он до нас добежал, и герой, соответственно, наносит ответный урон, но добавляется еще вот этот процент обратного урона. То есть чем он выше, тем больше с вами урона мы мобу вот таким вот способом нанесем. Плюс у нас еще есть талант. Зелененький, видите, вот хороший раздел, хорошие таланты. Вот он, обратный урон, плюс 750%, если вы его прокачаете полностью. Многие игроки этим талантом пренебрегают, стараются его не трогать, не хотят его прокачивать. Ну, может быть, это и правильно, но я считаю, что нужно прокачивать все и рекомендую вам также не упускать вот эти вот моменты, то есть таланты, старайтесь прокачивать как-то более-менее все равномерно. Итак, что у нас еще по скиллам интересного здесь есть? Давайте смотреть. Шанс в 5% получить щит при атаке на 3 секунды. Ну и соответственно, если этот показатель мы с вами поднимем, то он будет равен потом уже 5 секундам, но в любом случае, мне кажется, не стоит этого делать, потому что вряд ли вы будете им играть. То есть тут нужно этот момент понимать. Здесь каждая пятая атака молотом имеет плюс 200% силы отталкивания на дополнительную 150% область. Ну, тут как бы комментарии какие-либо излишни, то есть тут надо это все дело просто смотреть, визуально за этим наблюдать. И все. Про ульту мы с вами, конечно, уже все обсудили, проговорили. Давайте теперь пойдем по традиции в кузницу. Что у нас здесь на выбор? Либо добавляем урон, либо сокращаем перезарядку. Если вы находитесь на начальной стадии игры, то можете взять перезарядку, но все-таки предпочтение лучше отдать именно левой стороне, чтобы у вас урона было больше. Много урона не бывает, соответственно, чем больше урон, тем больше выживаемость, поэтому в любом случае приоритет можно отдать именно на левую сторону, особенно когда у вас достигнут предел перезарядки в большинстве режимов 40%, если вы его достигли, все, пожалуйста, только вот левую сторону, перезарядку не берите, она вам будет там не нужна. Здесь на втором уровне либо плюс 10% к области, либо добавляем 2 снаряда. Я решил добавить 2 снаряда, потому что снаряды все-таки дороже, ценнее, и мне кажется, что здесь это будет намного эффективнее, нежели чем просто добавить всего лишь 10% к области. Здесь у нас глобалка 1.025, это мы уже с вами рассмотрели. В Эво у нас добавляются случайные молнии на карте, что соответственно будет повышать урон паладина. Называется это все молот Тира. И здесь на 5 уровне все достаточно легко и просто. Либо мы с вами добавляем статус-эффект на поджигание врагов, 25% шанс оставить горящий участок на 2 секунды, либо молнии у нас с вами будут замедлять врагов на 50% на 2 секунды. То есть здесь у нас идет ориентир на урон, здесь у нас с вами идет ориентир на защиту, но и также на урон. То есть нужно смотреть по ситуации. Если вам нужна более защищенная сборка, то берем правую сторону. Либо, если нам с вами нужна более атакующая
сборка, то можем взять левую сторону. Но опять же, посмотрите по характеристикам, все очень индивидуально. Если у вас показатель статус эффекта урон по замедленным врагам выше и есть возможность замедлять врагов, то возьмите лучше правую сторону. Надо смотреть. То есть все персонально, все индивидуально. Так, перейдем по традиции вот сюда. Здесь у нас, кстати говоря, неплохо он тоже себя проявляет. И давайте смотреть. Давайте, знаете как, давайте возьмем молот. Молот у нас отталкивает. И вот посмотрим, с молотом у нас вообще какие-либо прибавки к ульте будут или не будут. Эва у нас идет от книги области, поэтому берем ее. Так, сейчас я немножко здесь убавлю, чтобы слишком громко не было. Так, ну и давайте вообще смотреть, как у нас это все дело выглядит. Давайте еще перезарядку возьмем. Области прибавим. Я помню, что мне прям, честно говоря, очень нравилось играть за него, когда я его открыл. Что-то было такое вот невероятное, что-то было новое, интересное. И как-то вот по моим впечатлениям он мне казался прям вот таким шустряком по сравнению с рыцарем. Рыцарь тогда был слабо прокачан, ну не то чтобы рыцарь, конечно. В целом вообще аккаунт был тогда слабенький, области было маловато, перезарядки тоже не хватало. Ну и рыцарь там пока мечом махнет, 100 лет пройдет. А вот здесь как-то все прям достаточно живенько так было, и все это чувствовалось. Так, давайте уже обновлять, чтобы побыстрее собрать. Сейчас еще и Эву посмотрим обязательно. Так, надо глянуть здесь. Вот видите, тут вообще просто вот живого места не остается абсолютно. Даже не видно ничего, и все вот вокруг вот так вот полыхает. Так, молот Тира призывает силу небес, наполняя молот молниями, которые поражают врагов поблизости. Ну давайте смотреть. Вот они, молнии. Их ни много ни мало. Хорошо, что они появляются. И ну как будто бы толк в этом есть. Ну а с другой стороны, как будто бы нет. Ну-ка давайте-ка выключим. Не знаю, будет ли видно сейчас молнии или не будет. Но в целом видно. Видно, что эффект какой-то есть. Но наносят ли они много урона или не наносят они много урона, я вам сказать, конечно же, здесь не смогу. Потому что все это достаточно тяжеловато отслеживается именно в этой суматохе. Тут, конечно, надо смотреть на статистику. И хорошо, что какая-никакая защита у нас все равно есть. И вот можно даже пробовать вот так вот в наглую в толпу убежать. Тем более они у нас заморожены. И обратный урон в этот момент он у нас с вами работает. Остается у нас 3 секундочки до конца забега. И сейчас мы с вами посмотрим на статистику. Герои, которые перебивают питомцев, это очень и очень хорошо. И давайте смотреть. Вот такой вот результат у нас получился. 19,5 биллионов, если в сумме. В общем, ну, неплохой результат. Веду статистику, заходите в группу, там есть отдельная ветка с подземельем по моим забегам. Сейчас, естественно, после вот этого обзора в статистике обновлю результат. Кому интересно все это дело посмотреть, заходите.
Так, ну, в общем, подведем итог. Открывать нужно сразу, по возможности, то есть накопили определенное количество красных вот этих гильдейских жетонов и открыли героя. Затем накопили осколки, нам с вами нужно 150 штук, и прокачали до 3 звезд. Дальше покупаем жетоны в гильдии и забираем глобальное усиление для того, чтобы стать сильнее. Все, после этого играем или не играем, решать только вам. Поэтому делайте выводы, посмотрели, увидели, стоит ли его прокачивать, не стоит его прокачивать. Решать все, конечно же, только вам. Но мой совет: обязательно не поленитесь, не пожалейте, вот потратьте вот эти гильдейские жетоны на то, чтобы прокачать этого героя, потому что это очень легко, очень доступно и полезно. С вами был Импреза, до новых встреч, всем пока-пока.